Я приветствую вас, представители знака зодиака Водолей. Прогноз Таро. Цыганский старинный пасьянс. События ближайшего будущего. События ближайших дней. Неделя с 24 февраля по 2 марта. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. Конечно, останемся реалистами, поскольку любой прогноз или расклад, он о личной истории каждого из вас все не расскажет. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какой-то пазл у вас, может быть, сложится, или какой-то свой вопрос вы додумаете. А я же хочу вас поблагодарить за ваши душевные, замечательные комментарии. Я всегда с большим, огромным удовольствием читаю их. И хочу пригласить вас на сайт, кто еще не читал. Последняя статья на моем сайте «Преломление реальности». Преломление, если мы так, из курса физики начального, это не что иное, как оптическая иллюзия. Ну и, наверное, всю ретроградность мы тоже можем отнести к этой самой оптической иллюзии. Но все же человечество подметило, каким-то образом на нас эта иллюзия все же влияет. И в первую очередь это как мы пропускаем реальные события через призму собственных ощущений или восприятия. И поэтому какая-то конфигурация для нас может поменяться. Вы можете, чтобы не останавливаться долго, перейти через описание к моему каналу, там есть ссылка на мой сайт, и вы уже найдете, либо через меню, либо до конца прокрутив главную страницу. Или вы можете через вкладку «Сообщество». А мы идем дальше. Что же события ближайших дней? События ближайшего будущего, как видят маленькие карты старинного цыганского пасьянса. Они как раз больше о событиях. А потом мы дополним Таро. У нас сегодня колода ангелов. Ангелов-хранителей тоже дадут какой-то совет. Но будьте осторожны, посмотрите. Вы знаете, вам может кто-то позавидовать, правда? Вы люди независимые, вы видите даже в каких-то, ну, может быть, для кого-то очень сложных ситуациях, вы видите для себя новые возможности. И это вам помогает идти вперед. А тот, кто ничего не видит, ничего не хочет делать, где-то застрял, и может и правда позавидовать. А что это у нее все получается? Или у него? Поэтому будьте внимательны. Ведь всегда, когда выпадает маска, где-то и нам совет. Так это возьми маску за пазуху. Потому что, ну, видимо, не все персонажи, которые вас окружают, им стоит доверять. Часто ведь это те люди, которые, они как скрыты, они затаились, они не хотят себя выдавать и транслируют что-то хорошее. Или лояльность к нам, а как раз совсем наоборот, правда? У вас выпадает, еще совпадает как бы змея. Но так или иначе, вам никто не помешает, потому что у вас сейчас, смотрите, уверенный период жизни или какие-то возможности. Но все же карта якоря говорит вам о том, что эту уверенность или какую-то победу вам нужно сохранять. А змея наблюдает тоже, опять же. Поэтому о себе, даже если вам кто-то беспардонные вопросы задает, а как у тебя дела, а что у тебя в личной жизни, ну или еще какую-нибудь вот подобную, какие-то тему затрагивает, или то, что вы, может быть, ну, не приемлете такие вопросы, но ведь мы можем и растеряться тоже. Поэтому будьте готовы к тому, что окружение может как-то так не очень себя красиво вести, по крайней мере, отдельные персонажи, и для вас будет очень важно не вступить в какой-то конфликт. Тут ведь, знаете, может быть, сидел, думал, какой-то человек наблюдал, а тут его словно прорвало. Вот это очень символично тому периоду, как я про реальность говорила, искажение. Мы можем столкнуться с тем, что не все люди умеют владеть своими эмоциями. Или, знаете, ну, может быть, так-то и так не хватало, а тут уже, ну, как-то превысило лимит у человека сдерживаемости. Поэтому будьте готовы к тому, что, ну, не все люди в окружении могут оставлять у вас приятное впечатление. Подытожим так. Но и вам все же тогда этот период нужно пройти спокойно, чтобы не поддаться, чтобы вас не зацепило вот чей-то негатив. Или в самое время, я об этом пишу в своей статье, самое время начать вырабатывать, вот когда идет вот это преломление реальности, самое время вырабатывать в себе стойкий иммунитет к
к токсичным людям или к тем людям, которые страдают, может быть, действительно у них особенности поведенческие присутствуют, или те люди, которые очень как-то ярко, остро воспринимают события вокруг или с чем-то не соглашаются, имеют свои принципы, всем их насаждают. То есть, ну вот разное проявление человеческой психики. Поэтому держите марку, мои дорогие. Вам это не помешает. Нет, вот я вижу. Но зацепить может, а не должно. И посмотрите, у вас выпадает... Вы как будто будете в центре внимания. У вас есть возможность построить карьеру. Корона. Корона, но это где-то ваша корона. Это возможности, для кого это актуально, действительно по карьере. Или какие-то важные разговоры с руководителем провести. Кого-то может разозлить или может раздосадовать то, что у вас, ну, как руководство, начальство отмечает. И так может проиграться. Но действительно... Зависть человеческая, тут от этого не уйдешь. А как раз вами руководство может быть и довольно, потому что радость и корона. У кого-то может проиграться, когда вы поехали согласовывать документы, высокие инстанции, представители власти, и тогда вы со всеми можете договориться. Ну, как раз для вас зеленый свет. И это позитивный, безусловно, момент. Действительно, какие-то документы вы можете даже согласовать, почему-то говорю. Или для себя открыть как какую-то новую интересную сферу изучения. И в последующем вот этот конверт иногда является прелюдией, когда мы что-то, правда, или изучаем, или берем себе на вооружение какие-то новые навыки, или буквально какую-то новую профессию осваиваем, как ремесло, когда можно это сделать быстро, и в последующем это будет вам приносить доход. Или если вы чем-то подобным занимаетесь, как ваше личное дело, ваше творчество, ну, то, чем вам нравится заниматься, то в последующем действительно вы будете довольны, потому что у вас это будет хороший финансовый эквивалент. Поэтому своей мечте, своим намерениям и целям нужно уделить особое внимание. Может быть, это вас даже сделает где-то популярными, мои дорогие водолеи. Ну, поэтому, как бы у водолея это все неплохо. Но вот аж два вот этих значения вам выпало, именно которые посредством людей, посредством того, что вам говорят одно в глаза, а транслируют за глаза другое. Да, они вам не мешают, посмотрите. У вас все равно перемены, мои дорогие. Перемены, причем добрые перемены, когда выпадают часы, это значение, как раз все меняется в вашей жизни. Вы сейчас как в моменте перехода между прошлым и будущим, но за вами наблюдают, причем так пристально. И более того, у вас еще выпадает подкова семейное счастье. Счастье в личной жизни, добрые перемены. Вот вам, пожалуйста, любовь. Согласование в целом так по документам или по важным бумагам. Радость, умение или возможность договориться. Ну, в целом позитивный период. Но вот эта уверенность или то, чего вы уже достигли, вы не можете оставить без внимания. Помните, на самосохранение направлена вся энергетика этой недели. Так, пока с вами говорила, смотрю, что у вас еще совпало. Мы можем соединить крайние и боковые ряды. Есть такая возможность. Проверяю, что у вас еще может совпасть. Не вижу совпадений, а нет, вижу. Открытый путь. Ну, это как, наверное, довесок ко всему, что я сказала. Это, знаете, как по аркану Иерофант ключи. Туда может проходить обучение, но еще одновременно важны согласования. Мы не идем против системы. Мы не доказываем ничего тем персонажам, с которым не имеет смысла спорить. Оставим их мысли им самим, и пусть они думают, что хотят. Поэтому какой-то ваш, как миссия, мои дорогие водолеи, она не должна быть нарушена, разрушена из-за чьей-то зависти или из-за какого-то пристального внимания. Но да, вы идете своим путем, это правда. Давайте дополним картами Таро. И первая сфера жизни, которую мы с вами будем раскрывать на колоде ангелов-хранителей, это ваши достижения, деньги и работа. Первый триплет. События ближайшего будущего. Но вот карта тоже нам говорит о том, что либо на вас кто-то попытается
Может попытаться, кстати, повесить меру ответственности или заставлять, ну так, знаете, насильно как будто уговаривать или настаивать, чтобы вы проучаствовали в каком-то деле. И все же, хоть это и карта соревнования, она и говорит, да, тебе хватит и эмоциональных сил, и хватит тебе физических сил выдержать это соревнование, но а надо ли? Вот такой самый простой короткий вопрос. Потому что чаще всего по семерке жезлов мы собственный дзен сохраняем. Мы в чем-то не участвуем. Есть всегда риск по этой карте, когда мы выложимся чуть ли не наизнанку, а бонусы получит кто-то другой. Нас могут пытаться, ну, где-то умышленно втянуть в те дела, вопросы, где вы потратите силы, энергию, время, а в результате какой-то пшик. Поэтому перед тем, как на что-то соглашаться, вы сами у себя как бы на кону стоите, ваше счастье, очень много таких важных позиций в жизни. Поэтому не торопитесь, а люди себя могут вести по-разному, я уже это говорила. Где-то может быть и сложновато. Так, события ближайшего будущего. Вот ваша карта. Кстати, в этой колоде интеллект проходит. И буквально блистайте, мои дорогие, сияйте. Вы в центре внимания. Но это, с одной стороны, это замечательно. Время стать популярным, правда. Но, с другой стороны, и себя время сохранять. Это карта компетентного человека, который знает все. Поэтому и к вам какое-то внимание, как у руководства, если вы работаете, допустим, по найму, будет приковано, как-то вот вас будут замечать, может быть, ваши мысли или ваши какие-то предложения, ну, может быть, и разговоры, в процессе разговора вы умные вещи говорите, человек тоже сидит, анализирует, слушая вас. То есть это вам в целом, как, знаете, уважение добавляет вашей экспертности по вашей профессии, к примеру, говорю. Но и в целом ваши желания, они именно теперь начинают сбываться. Поэтому, а это не само по себе происходит. Поэтому вот эта уверенность, которую вы должны сохранять. Кто-то может специально спорить, выводя вас на эмоции. Сохраняйте выдержку и хладнокровие. Вы у себя сами, ваше счастье на кону. Или ваша популярность, или ваша карьера, может быть. И здесь это ведь статусная карта, мои дорогие. Поэтому ваш статус или какие-то прежние заслуги вам нужно будет удержать. У вас будет поддержка, у вас будет как минимум один человек, который вас понимает, который вас правильно ценит. И пусть вы даже с ним разные, например, или он с чем-то с вами не согласен в каких-то нюансах, но самое главное, он смотрит вместе с вами в одном направлении. Это искренние люди, и нам показаны двое людей совершенно разных. И это партнерские отношения, и значит есть какой-то у вас партнер, который разделяет ваши взгляды, и это именно как ваша команда, состоящая из двух человек, имеет прогресс или имеет перспективы, или ваш какой-то план. То есть не одна королева мечей или королева воздуха в этой колоде, тут немножко по-другому. А есть и тот человек, который вас поддерживает или закрывает где-то ваши тылы. У кого-то это будет вот так проигрываться с учетом короны по работе. Может быть и правда даже я допускаю для кого-то, когда буквально руководитель, может быть, ну, погасит какой-то либо конфликт, либо некоторых персонажей поставит на место. Вот у кого-то так может проиграться. Понятно, не у всех, но вот даже такой момент может быть. Но перспективная неделя, это правда. Давайте вторую сферу жизни. Это любовь, личная жизнь, взаимоотношения, события ближайшего будущего. Ближайшее время, неделя. Что же за события в этой сфере? Ну, вообще по аркану Луна у нас проходит с одной стороны. Это еще 1000 каких-то неопределенностей. Но для тех, кто в паре, кто семейный человек, здесь и любовь, и эмпатия, и то место, куда мы приходим отдыхать, восстанавливать силы. Это наш дом, это какие-то важные решения, это интуиция ваша, слушайте вашу интуицию. Она вам дает правильные подсказки. И еще один такой нюанс. Мы смотрим на личную жизнь, это ваша как бы личная история. Когда выпадает Луна, я всегда предупреждаю, если вы случайно находитесь в толпе, а меня смотрят люди из разных стран, помните, мои дорогие водолеи, вам в другую сторону. Может быть, вот эта уверенность,
она как раз и проигрывается. Есть какая-то, ну, непонятная ситуация. Что такое Луна? Очертания есть, конкретики нет. Или как эта маска. Нам транслирует одно, а на самом деле человек затаился. Поэтому, ну, лучше не доверять, наверное, всем подряд на этой неделе. Этим самым вы себя бережете. А если вы сталкиваетесь с той ситуацией, которая, ну, она вам на первый взгляд непонятна, лучше отступить полшага назад, ну, где-то самому, как бы в тень, да, полшага, чтобы не быть в гуще каких-то событий. Тогда вы тоже где-то себя будете сохранять. А по Луне это ведь тоже, если интуицию мы рассматриваем, да, и когда вы сталкиваетесь со сложными людьми или с какой-то ситуацией, которую вам нужно разрулить, а вы, опять же, не знаете, тогда себе не навредить. Вот, наверное, от этого оттолкнуться. Искусство мелких шагов по этой карте. Может быть, это и личной жизни касается, но для тех, кто в паре, это прекрасное время. Вы можете тут проговаривать вопросы, кстати, по вашему жилищу, где вы собираетесь, может быть, жить. Или для тех людей семейных дом как-то обустраивать, кстати, делать жилье более комфортным. Давайте спросим еще. Что же события ближайшего будущего? Но вот тоже девятка жезлов нам или девятка огня, она говорит, что силы у тебя достаточно, но куда ее применить? Тут нужно быть с этим осторожным. И значит, вас может кто-то выводить, опять же, повторяюсь, на какие-то эмоции. Кстати, на эмоции можно по-разному выводить. К примеру, пафосно начать что-то обещать или рассказывать громко. Вот бойтесь пафосных людей, потому что уведут совсем не в ту сторону. Или выдадут желаемое за действительное. Или, может быть, зная ваш характер, но на какой-то идеализм могут вас так это подцепить. Или на обещание, там, я не знаю чего, у каждого тут по-своему, у кого на что фантазии, видимо, хватает. И мы же верим. А тут лучше не доверять, чем, ну, где-то согласиться, а потом пожалеть. И девятка жезлов нам всегда говорит, да, кстати, есть определенная, ну, как протекция, есть у вас какая-то защита, мои дорогие. Тут и самому себя нужно защищать, обратите внимание. С одной стороны, словно ангел за вами присматривает, но и самому-то не плашать тоже не последний момент. Есть еще такое значение именно в этой колоде, когда нам карты говорят, ты уже основное что-то, Водолей, сделал. Может быть, важные разговоры по части семьи, по части вашей пары, по части будущего или вашего дома, места проживания. Ну, наверное, все то, что касается сферы личной жизни. Ты уже сделал. И поэтому сейчас ты просто сохраняй все то, к чему ты положил как начало, или запустил какой-то механизм, или то, что ты хочешь воссоздать. И поэтому нужно быть очень аккуратному в своих действиях. Два направления. Либо, когда вам что-то угрожает, раз, и второе, когда появляется какая-то возможность ее не упустить. А так вот, если мы говорим по семерке жезлов или огня, когда вы даже из лучших побуждений, желая кому-то помочь, включитесь в какой-то процесс, в работу, есть риск себя растерять или как разменять по мелочам. Нет, вы цельная королева, понимаете? Вот сияйте. И даже если меня смотрят мужчины, переложите вот этот интеллект, мудрость, респектабельность где-то ты тоже проходит по этой карте. Держите марку, мои дорогие водолеи. Для вас, по крайней мере, в этой неделе это важно. И карты пасьянса, ведь мы об этом же говорили. Итак, третья карта. Что еще по личной жизни? Вот смотрите, у кого-то по личной жизни, и, кстати, со 2 числа у нас ретро-Венера. И вообще в ретроградном движении, ретро-Венера, точнее, она бывает раз в 2 года, достаточно редко. Вот правда, прочитайте мою статью. И о чем я? К нам могут вернуться бывшие, то, что мы называем. Конечно, я допускаю, кто-то из вас захочет вернуть, может быть, человека, но больше я так вижу, что это к вам желают вернуться, судя по предыдущим 2 картам. И для вас будет тоже очень важно не поддаться на эмоции, потому что могут выводить именно через эмоции. И ведь эта карта, посмотрите, очень наглядно нам прорисовывает. Явно была дружба между мальчиком и девочкой. Но почему-то девочка теперь
одиноко свернувшись калачиком на вот этой холодной скамейке, заснула, может быть, наплакавшись предварительно. А у мальчика почему-то всего 7 яблок, а 5 у него. А в корзине девочки всего 2. И не хватило, видать, у этого мальчика силы духа или совести, ну, у каждого тут по-своему, не хватило, одним словом, решимости извиниться перед девочкой. И вот когда она заснула, он пытается эти яблоки ей вернуть. С одной стороны, мальчик уже осознал, что он тут сделал что-то не так. А тем не менее, девочка не настроена на лирику, потому что хоть и маленькая, но воин. Она, как настоящий воин, вот этот меч спит, но он приготовлен как будто. Но, тем не менее, конечно, ангел допускает, поскольку он присутствует в карте, что вы можете с кем-то помириться, если действительно человек для вас имеет значение. Может быть, это кто-то ваш близкий, и вы не поняли друг друга, не поняли именно друг друга. Может быть, вас какой-то факт и ранил, но он не настолько важен. Ну, кто знает, а может быть, это и принципиальное значение. Мы ведь можем находиться с любой позиции, вот как и с мальчика, так и с девочки, переложить этот тонкий нюанс на себя. И много эмоций. И как раз ретро-Венера может нам возвращать какую-то прежнюю ситуацию, которая была прежде в личной жизни. Решаете только вы, мои дорогие водолеи. Давайте мы достанем следующие 3 карты. Это будут как карты совет. Чему нужно уделить внимание в эти 7 дней? Что обустроить, что согласовать, в чем навести порядок. Решиться на что-то надо. Туз жезлов. У вас действительно какая-то победа практически в кармане. Поэтому удерживайте. Это сама по себе возможность. Удерживайте эту возможность. И, знаете, какие-то осторожные действия. Ну, правда, тут тоже изображен ангел, поэтому словно ангелы за вами наблюдают. Вот посмотрите, по личной жизни есть ангелы, а вот по работе вам нужно быть ангелом самому себе. И поэтому жезлы, дела, работа, бизнес с одной стороны, но, может быть, это как новое направление в обучении или новая возможность в карьере, креативность сама по себе проходит. Или, как знаете, когда вы что-то создаете, какой-то новый проект. Я тут вскользь об этом обмолвилась, у каждого по-своему. И первые шаги. Поэтому все, что касается где-то денег, взаимодействия с людьми, и то, что касается вашего личного дела или вашей работы, вы должны держать под контролем, потому что приходит какая-то возможность. Кстати, эта возможность словно в тени может быть. А вы, почему, может быть, карта нам семеркой выпадает, не включайся в какую-то многозадачность, когда ты потеряешь время, силы, и лавры достанутся кому-то другому. Здесь нужно именно на своем проекте заострить внимание или должен быть взаимообмен. Если вы выполняете какую-то работу или что-то вы делаете, может быть, сверх вашей нормы, или кому-то помогаете, принимаете участие, значит, какие-то бонусы должны быть. Не может быть в пустоту, мои дорогие водолеи. Вот в этом вам придется наводить порядок. Может быть, из лучших побуждений вы бы согласились, а карта нам говорит: нет, не потеряй времени даром. Где-то вам придется, может быть, организовать свою жизнь по-новому, что-то передумать и опять же сохранять. Не случайно нам, девушка, посмотрите, так выглядит рыцарь Пентаклей в этой колоде карт. И искусство мелких шагов. Какой-то марафонский забег на долгий период времени вам предстоит, но это больше касается именно организации или адаптации какой-то ситуации. Я бы сказала, сохранение денег. С одной стороны, карта может говорить вот о чем. Что не расстраивайся, водолей, если быстро какие-то документы ты не подписал. Вот вы будете заниматься документами. Я могу предположить, может быть, и не все, но кому-то это важно услышать. И я могу предположить, часть документов, допустим, продвигается, подписывается, но есть, может быть, и те, которые по регламенту следует подождать. Поэтому рыцарь земли или рыцарь Пентаклей, он самый медленный в колоде Таро, и поэтому он все подмечает. Вот и вам нужно все подмечать. Где-то жезлы, дела, работа, бизнес
ну еще и деньги. Вот в этих двух сферах нужно быть аккуратному и внимательному. Что же еще нужно организовывать? Ну вот эмоции, нам может что-то не нравиться. И, кстати, это как искаженное восприятие, буквально инсомния. Как страшный сон, который человеку приснился, а реальность она другая. И поэтому нам говорят, открой глаза. Вот держите глаза открытыми на протяжении буквально всей недели, контролируйте. Это есть элемент осознанности. И не нужно устраивать себе тут глубокую философию. Не нужно поддаваться чужому настроению. Самое время вырабатывать стойкий иммунитет к чужим неврозам, проявлениям психики, каких-то особенностей психологических других людей или к токсичным людям. Одним словом, берегите себя, мои дорогие водолеи. Ну, а если есть такой недуг, как бессонница, то надо продумать, если это уже хронический какой-то характер, может быть, и есть смысл обратиться к специалисту. Или самое правильное на первых этапах, знаете, организовать режим труда и отдыха. Может быть, прогулку перед сном себе организовать или не додумывать какую-то ситуацию на ночь глядя. Мы ночью ничего не решим. У нас как спутанное сознание или искаженное восприятие, это точно. А вам нужно иметь такое, знаете, вам придется взвешенные решения принимать, и поэтому холодную такую рассудительность вам необходимо на неделе иметь. Поэтому эмоции где-то тоже в порядок приводить придется. На кону что-то очень важное. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.